Феи — это мистические существа, которых в Sims 4 ждут уже на протяжении 10 лет. У нас в игре уже есть вампиры, оборотни, инопланетяне, русалки, растаманы и так далее. И если брать за аналогию с Sims 3, то нам сейчас в 4-й части игры не хватает как раз таки зомби и фей. Лично я зомби не особо жду в игре, они меня и в тройке раздражали. Не знаю как вас, пишите в комменты. Но вот феи в виш-листе у игроков уже на протяжении долгого времени. Ждете ли вы фей в игре или нет, пишите в комменты. Ну а мы с вами сегодня разберем свежие намеки, которые сейчас разглядело в новых комплектах все сообщество The Sims. Как американское, так и русское. Поехали. Буквально вчера официальный аккаунт The Sims объявил о выходе 2 новых комплектов, которые заранее уже, разумеется, были слиты в плане информации о них. Один из комплектов будет посвящен вечеринкам, второй комплект будет посвящен какой-то городской моде. И, разумеется, вместе с анонсом этих комплектов в сеть утекли и количество предметов в этих самых комплектах. Вот, и именно там игроки обнаружили намеки на фей. Вот сейчас перед вами полный список объектов 2 комплектов, и сразу, ребят, вам скажу, что шиза по поводу каких-то намеков со стороны разработчиков не только у меня и не только у русского сообщества. В Твиттере, в американском Твиттере и в принципе в зарубежном в сегменте The Sims также поговаривают о том, что разработчики вновь намекают нам на что-то интересное в виде фей. Да, потому что все мы с вами помним, как разработчики любят намекать на будущий контент, а также любят это отрицать. Хотя дополнение «Жизненный путь» с намеками на лошадей, когда просто в Сан-Секвойи озеро в виде лошади, и разработчики такие: не-не-не, мы ни на что не намекаем. И вот верить им или нет после их отрицаний и наблюдений уже решать нам с вами. И, разумеется, давайте посмотрим на те самые объекты, которые придут с новыми комплектами. Вот комплект, посвященный городской моде. И вот те объекты, которые, собственно, там будут находиться в этом комплекте. Мы с вами видим всякие кофточки, футболки, новые ногти. Даже украшения придут с этим комплектом. И, кстати, наборчик такой неплохой, знаете, даже чем-то на каталог смахивает. Знаете, на те самые первые каталоги по типу роскошной вечеринки, которые сейчас можно чисто вот на 2 комплекта разделить, и найс. И вот, собственно, у нас здесь появляется интересная позиция в виде вот такого топика. Топик с крыльями. Ну, бабочка, да бабочка, да, допустим, ну и ладно. Но только еще некоторые игроки вот в этих кольцах разглядели какие-то крылышки, каких-то бабочек и всего остального. В этом качестве шакальном, конечно, очень все плохо видно, но вот этот топик с крыльями, конечно, это вот такой некий звоночек всем, хотя, казалось бы, просто бабочка, как будто бы она, ну, не особо-то и должна намекать на какой-то контент. Но если бы только в одной бабочке было дело. Так как 2 комплекта у нас абсолютно на разные тематики, один на вечеринку, другой про моду, то наблюдать интересное сходство, а именно в принтах в 2 этих комплектах, уже становится интересно. У нас здесь в комплекте, посвященном вечеринкам, есть специальный стенд, а если бы точнее, то вывеска настенная, которая будет светиться, которая, собственно, тоже в виде бабочки, той самой бабочки. Вот. И да, игроки цепляются за любую бабочку, за любые крылышки, которые наблюдают в игре, которые видят вообще в принципе, и сразу же считают, что это намек на фей. Что могу лично сказать я по своим рассуждениям? У нас заканчивается апрельская карта контента. Да, в апреле с этими комплектами у нас заканчивается карта контента. И следующая карта контента, ее нужно будет ожидать где-то в конце апреля, в начале мая. И если там, в этой карте контента, мы с вами обнаружим такое заявление, что у нас выходит новый игровой набор, то, в принципе, все эти намеки окажутся правдивыми. Но с другой стороны, игровые наборы для Sims 4 не выходили уже приличное время, почти 2 года мы не наблюдали с вами игровые наборы. Последним игровым набором как раз таки в Sims 4 были оборотни. Если же разработчики нарушат свою традицию выпускать оккультных персонажей раз в 4 игровые набора, да, заметили такую тенденцию, каждый 4-й игровой набор был про оккультных персонажей.
персонажей. То у нас были вампиры, потом волшебники и в конце оборотни. Если же у нас прямо сейчас выйдут феи, а если бы точнее, то в следующем квартале, то это будет нарушением традиции, но у нас как бы их каталоги ожили. Что ждать от разработчиков, непонятно. Так что я оставляю вам эту тему для обсуждения в комментариях. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ждете фей или они нам нахрен не сдались в игре, а может быть нужны? Как вы видите реализацию фей в игре? Будут ли они похожи на феи Sims 3 или же не будут? Им нужны какие-то различия. Ну, например, как это было у оборотней, там конкретное различие. В Sims 3 это оборотни, в Sims 4 это фури. Ну, собственно, вы понимаете, о чем идет речь. Так что эту волшебную теорию я отдаю вам на растерзание. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мне будет очень интересно почитать. Но если вам понравилось это видео, не забудьте поставить палец вверх, также подписаться на канал, дабы не упускать всю самую свежую и интересную информацию. Ну а с вами был Сергей, канал Хабагивили. Всех безумно люблю. И всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.